Следующий слайд, это уже последний слайд, мы будем говорить и сравнивать два сегмента рынка недвижимости. Сегмент по продажам или предложения, квартиры, которые мы обсуждали, были выставлены для продажи на примере класс социальное жилье. Динамика положительная, плюс 0,56%, но это я повторяю просто слайд, который мы уже разбирали. А вот внизу, друзья, здесь у нас это аренда. И вот давайте на красная строка. Мы видим, что причем аренда одного и того же класса. Вверху социальное жилье, друзья, вторичный рынок, все продается в долларах. Внизу, друзья, социальное жилье, которое выставляется для аренды, она сдается в гривнах. И я это к курсу Национального банка привязал, потому что не бывает по-другому. Но для ориентира также сделал вам в долларах стоимость, для того, чтобы вы, в общем-то, картинка у вас сложилась в голове. Итак, смотрим, что за 1 год аренда в городе Днепр выросла, друзья. Не падайте со стула, не бросайте меня, так сказать, предметами какими-то. Ну, кто знает, это 7,12%, то есть это немыслимая рост именно аренды. Еще это называется в простонародье пассивный доход. Это немыслимые, так сказать, цифры для прифронтового города. Хотя, друзья, могу вам сказать, что и этому есть объяснение. И мои друзья, которые меня смотрят давно, пишут с прифронтовых городов, что, Андрей говорит, действительно аренда растет. И растет она только потому, что офицерский состав, ну, во-первых, город насыщен множеством, чтобы было везде для логистики, множество промышленных зданий, где там что-то делается военно, да, там, начиная от беспилотников, заканчивая там ремонтом военной техники. Там работают кто, друзья? Совершенно верно, специалисты военные, хотя они могут быть и гражданские, но работают на ВПК. Снимать квартиры им необходимо. Также офицерский состав весь проживает, друзья, не в казармах, а в наемном жилье. Да, поэтому, друзья, так как линия фронта приближается, все больше концентрации там военных или людей, которые связаны с, так сказать, обслуживанием военных действий, да, и именно с этим связано повышенный спрос на аренду. А так как деньги там зарабатывают люди от 40, наверное, там тысяч, да, я думаю, я так 50, ну у кого по-разному там, я сейчас говорю о специалистах, которые работают именно в городе, да, не на фронте, а обслуживают ВПК, то вполне себе можно предположить, что именно с этим связан рост. Но, друзья, все хорошее когда-то заканчивается. Я предполагаю все-таки, что вот этот показатель аренды очень чувствительна к изменениям всевозможным на рынке недвижимости. Напомню вам, что на рынок недвижимости влияют внешние факторы, в данном случае война, внутренние факторы, в данном случае экономика, да, экономики нет, есть ВПК, который насыщается какими-то деньгами, которые получаем мы в виде этих самых кредитов из-за границы. Эти деньги идут на зарплату в том числе, ну и таким образом влияют на рынок аренды. Я думаю, что все-таки, друзья, мы увидим к концу года динамику, вот здесь она будет снижаться, аренда, я имею в виду. Почему? Потому что 7,12% это очень много, и я вам просто на примере, вот, очень просто, если у вас есть, допустим, 10 тысяч долларов, и вы посчитаете нужным открыть депозит в долларах, естественно, и положить деньги на депозит, то вы увидите, что там от 1% до 1,5% вы будете получать по такую процентную ставку. Но скорее это будет 1%. То есть с 10 тысяч долларов вы получите всего лишь 100 долларов. Это ни о чем пассивного дохода, если вы, естественно, это все положите в какой-то там банк, который вам больше понравится. Но, друзья, еще раз повторюсь, 1% и 7% или 7,12% это, ну, просто несопоставимые вещи. Даже если мы с этого пассивного дохода, это не чистый операционный доход, уберем
амортизацию, то есть квартиру надо каким-то образом ремонтировать, там может мебель менять, подкрашивать что-то, да. Уберем налоги, которые, предположим, платит физлицо, хотя это не соответствует действительности, у нас рынок аренды в тени находится. Ну и так далее, да, то выйдем где-то процентов, наверное, все равно на 6,5, это тоже очень много. Поэтому, друзья, ждем, когда рынок аренды отреагирует также снижением вот этой арендной ставки. И это не за горами, так как рынок недвижимости по предложениям мы уже видим, что на протяжении полгода показывает динамику снижения. И я все-таки предполагаю, что это тенденции, которые мы будем наблюдать до конца года. Итак, друзья, давайте я остановлю пока слайдов. И что мы, говоря о том, что произойдет с рынком недвижимости, в отличие от, так сказать, юристов, кто там еще у нас сейчас, риэлторы, да, даже, кстати, экономисты, хотя они, в общем-то, более адекватные из всех вот этих перечисленных специалистов, да, кто на кофейной гуще гадает, кто там еще на чем. Экономисты не гадают на кофейной гуще, но у них тоже там свои абсолютные безумные теории существуют по поводу рынка недвижимости. И сейчас не будем о них говорить, будем говорить о прогнозах. Я применяю в прогнозах метод многофакторного анализа. То есть я смотрю на рынок недвижимости также через призму показатели, которые характеризуют экономику. Это также индексы рынка недвижимости, не недвижимости, а индексы рынка. Это основные макроэкономические показатели, в общем-то, как я уже повторюсь, характеризуют развитие экономики в целом. Не просто Украины, а, допустим, Днепропетровской области. Это в открытом доступе, посмотрите, называется внутренний валовый региональный продукт. Так вот, там все, друзья, очень плохо и плохо. Поэтому рынок недвижимости, являясь сегментом экономики Украины, будет показывать ту же самую отрицательную динамику. Чего? Снижение стоимости квадратного метра. То есть мы знаем, что рынок недвижимости характеризуется несколькими показателями. Это количество проданных квартир, оно снижается год от года. И я об этом вам показывал в прошлом месяце, записывал подобное видео, тоже официальная статистика. Также стоимостные показатели. То есть мы видим, полгода уже снижается стоимость квадратного метра класса социальное жилье. Ну, на примере я просто привожу это. Итак, друзья, до конца года мы будем видеть где-то по 0,5% снижения стоимости квадратного метра. Несложно посчитать. Осталось сколько у нас? 6 месяцев. Вот если каждый месяц будет минус 0,5%, то где-то порядка, а там еще у нас положительная динамика 50, по-моему, 9%, то порядка 2-2,5% в конце года мы будем видеть уже снижение стоимости квадратного метра жилой недвижимости, друзья. То есть для меня это очевидные вещи, но давайте не будем забегать вперед, время пройдет быстро, я, даст Бог здоровья, буду каждый год говорю, каждый месяц, я в принципе записываю данные видео, каждый месяц на протяжении многих лет. В декабре месяце, в январе запишу подобное видео и обсудим, разберемся, насколько мои прогнозы соответствуют действительности. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки, друзья, ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Lim Consulting готовим каждый месяц подобные обзоры для того, чтобы вы не заблудились в каменных джунглях рынка недвижимости. И еще, друзья, я знаю, что меня смотрит достаточно много людей, которые работают в оценке. Много смотрят меня людей, юристы, которые занимаются, в общем-то, вопросами, когда надо сделать ретроспективную оценку на длительном, допустим, глубина исследования может быть 10 лет. То есть у меня базы данных 2000 года. Я их аккумулирую, собираю, уже говорил, что у меня есть патент, есть, так сказать, авторское право, и вы можете воспользоваться моими услугами. Я, естественно, это делаю за деньги. Также мои работы применяют, вернее, используют достаточно много специалистов, которые именно работают с проблематикой, насколько была верна оценка сделана того или иного объекта недвижимостью, допустим, в 2000 году.
Таких вариантов на сегодняшний день много, юристы ко мне обращаются, как и оценщики. Я с удовольствием вам помогу, друзья. Итак, лайки ставьте, дизлайки и не забывайте подписываться на данный YouTube канал. До встречи в следующих моих видеороликах.